Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, и с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Самое главное, правильно подобрать крючок. Но я в свою очередь рассказываю о ниточках, с которыми я сегодня буду работать. Итак, в первую очередь, это ниточки Yarn Art Baby. Вы все их уже знаете. 100% акрил. В моточке находится в 50 граммах 150 метров. И это пряжа Alize Super Lana Classic. Попробую сегодня их соединить. Да, здесь ниточка получается, смотрите, в 100 граммах 280 метров. Ну, думаю, мы сильно не заметим. Так? По составу это акрил 75% и шерсть 25%. И нам, получается, советуют в данном случае крючок брать, смотрите, 3,5 миллиметра, так? А тут говорят, возьмите крючок от троечки до четверочки. И я попробую сегодня совместить две пряжи, вот эти вот, да, и связать узорчик, образец узорчика крючком номер 3,5. Вот вы точно так же берете, читаете инструкцию, аннотацию к своей пряже, подбираете крючок согласно плотности вашего вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 2 петельки. Я, например, давайте наберу, получается, 30 воздушных петелек и одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Но вы, в свою очередь, набираете, сколько вам будет удобно. Набираю я ниточкой беленькой, чисто беленькой, потом буду присоединять цветную. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот будущий мой образец. Далее, смотрите, делаю одну воздушную петельку. Теперь отсчитываю от крючка вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку ныряю и провязываю столбик без накида. Следующую петельку ныряю и провязываю столбик без накида. Вот так вот шагаю по цепочке по воздушным петелькам, и каждую, получается, петельку провязываю столбиком без накида. Ну, естественно, вы сами себя контролируете. Количество, получается, по итогу столбиков должно равняться количеству петелек, которые вы набрали. Ни больше, ни меньше. То есть я набрала 31 воздушную петельку. Ну, значит, у меня должно получиться 31 столбик без накида. Угу. Не сложно? Я думаю, что не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали аккуратненько наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Смотрите, дальше что мы делаем? Воздушную петельку, поворот. И сюда же в верхушку этого столбика нырнули и провязали точно такой же столбик без накида. И теперь идем по верхушкам столбиков предыдущего ряда и провязываем точно так же столбики без накида. Вообще ничего сложного нет. Вот так вот сидите и аккуратненько провязывайте. Самое главное, считайте количество петелек. Опять же, у меня получилось 31 столбик. Значит, и во втором ряду у меня должно получиться 31 столбик. Понятно? То есть, чтобы вязание не расширилось, чтобы вязание не сузилось. Все. Не сложно, не сложно. До конца ряда. Давайте. Так, вот мы провязали уже второй ряд столбиками без накида. Видите, так плотненько получается. И что мы опять делаем? Третий ряд мы провязываем точно так же. Воздушная петелька, поворот. Сюда же опять столбик без накида. И точно так же шагаем по верхушкам наших столбиков без накида. И провязываем точно так же столбики без накида. Опять же, контролируйте количество столбиков. То есть изначально у меня был 31 столбик. То есть и в третьем ряду должен получиться тоже 31 столбик без накида. Понятно? Ни больше, ни меньше. Вот такая вот интересная полосочка будет, плотненькая. Давайте опять до конца ряда и встречаю вас там. Так, смотрите, вот практически до конца провязали наш третий ряд. Почему практически? Потому что здесь в последнем столбике я буду присоединять новый цвет ниточки. Смотрите, как присоединяем.
нырнули, получается, да, то есть начинаем провязывать наш столбик без накида. Ниточку вытянули, и вот у нас 2 последние петельки. Кто давно на канале видел, да, что 2 последние петельки, неважно какого столбика, с накидом, без накида, с 2, с 3 накидами, именно 2 последние петельки мы будем провязывать новой ниточкой, новым цветом, и таким образом мы вводим в вязание новый цвет. Раз, провязали. Видите, ряд закончился белой ниточкой, но в процессе это вязания у нас уже новенькая. Угу. Итак, смотрите, делаем воздушную петельку, поворот, и сюда же ныряем и провязываем столбик без накида. Есть. Все, потом мы, конечно, ниточки все наши подтянем и спрячем. Далее смотрите, что мы делаем. Накид. Будьте внимательны. Вот, опускаемся, получается, вот наш столбик, ныряем, вытягиваем ниточку, держим на крючке. Накид. Опускаемся, вот, смотрите, на ряд ниже. Вот наш столбик на ряд ниже. Раз, опустились, держим ниточку на крючке. Накид. Опускаемся опять на ряд ниже, к первому ряду. Оп, вытягиваем ниточку, держим петельки на крючке. И когда у нас вот столько петелек, мы их все вместе провязываем до 2 петелек. Затем 2 петельки фиксируем наше вязание. Угу, угу. Дальше следующий столбик идет. Ныряем в него и провязываем столбик без накида. Опять накид. Первый столбик берем, вытягиваем ниточку, держим на крючке. Накид. Опускаемся на ряд ниже. Четко видно, видите? Туда, куда мы будем нырять. На ряд ниже. Второй ряд. Накид. И опять опускаемся уже на ряд ниже. Видите? То есть вот наш первый ряд мы провязали, второй, третий. Да? То есть спускаемся обратно. 3, 2, 1. Опять все петельки провязали, кроме 2 последних. Вот 2 последние на крючке. И 2 последние зафиксировали вязание. Следующий столбик, вот видно хорошо, провязываем столбиком без накида. Как вам? Здорово? И точно так же шагаем, получается, до конца ряда. Накид. Первый столбик. Накид. Опускаемся. Второй столбик. Накид. Опускаемся. Третий столбик. Все вместе провязали до 2 петелек, зафиксировали. И сразу же в следующему столбику. Накид. Первый столбик. Накид. Второй столбик. Накид. Третий столбик. Провязали, зафиксировали. И четко видно столбик, который мы провязываем столбиком без накида. Как вам? Такие вот интересные, как бы крылья ангела, да? Ну, или крылышки. И точно так же шагаем до конца ряда. Раз, 2, 3. То есть четко вертикально. Ни влево, ни вправо. Четко вертикально опускаемся вниз. Провязали, 2 петельки, зафиксировали. И следующий столбик без накида. Понятно? Давайте до конца ряда самостоятельно. Вот у нас получается с другой стороны. Тоже очень красиво. И в конце ряда встречаемся. Договорились? Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень-очень красиво. Давайте. Так, смотрите. Вот провязали практически до конца. И в конце ряда, смотрите, я буду переключаться опять на беленькую ниточку. Ну, если я буду за основу брать беленькую ниточку, да, вот, смотрите, столбик наш без накида. Вытягиваем ниточку, и вот эти 2 последние петельки я опять провязываю белой ниточкой. Я могу ее отрезать, да, вот с этой стороны. Я могу ее протаскивать вдоль вязания, то есть делайте как вам удобнее. Итак, сейчас пока я отрезала, в следующий раз я ее протяну. Смотрите, провязываем наш, получается, столбик без накида, так, и опять воздушная петелька по узорчику, здесь все подтягиваем. И наша задача, мы провязываем сейчас столбики без накида. Вот мы повернулись. Сюда же в верхушку этого столбика мы ныряем, провязываем столбик без накида. Дело в том, что, получается, мы можем либо ниточку здесь цветную, да, вот нашу вот эту розовую беленькую отрезать, либо точно так же протянуть ее вдоль ряда, провязывая, ввязывая непосредственно в ряд. То есть делайте как вам удобно. Итак, что мы делаем беленькой ниточкой? Шагаем по всем нашим верхушкам и провязываем столбики без накида. Но опять же, контролируйте. То есть, если я набирала 31 воздушную петельку, и везде у меня по 31 столбику, то и в данном случае у меня должно получиться 31 столбик. Понятно, да? То есть, чтобы наше вязание никуда не уехало, не расширилось, не сузилось. То есть, все ровненько, аккуратненько. И вот так вот шагаете до конца ряда. Угу. Прошагаете? Я думаю, что прошагаете. Гляньте, какая красота получается.
Все, в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наш ряд столбиков без накида. Этот ряд соответствует именно первому ряду, который мы с вами вязали. То есть наша с вами задача провязать еще 2 ряда. Давайте провяжем самостоятельно. То есть вы опять возвращаетесь столбиками без накида и еще раз возвращаетесь столбиками без накида. Договорились? 2 ряда самостоятельно. Давайте. Так, смотрите, вот наши 3 ряда беленькой ниточкой, столбики без накида, все ровненько, аккуратненько. И последний столбик мы провязываем, присоединяя новую ниточку, да, новый цвет. Итак, 2 петельки на крючке, и мы последние 2 петельки нашего столбика провязываем новым цветом, вводим новую ниточку. Воздушная петелька, подтянули нашу ниточку предыдущего ряда, поворот, и сюда же провязываем столбик без накида. Повторяем. Накид. Первый столбик. Захватили ниточку, держим на крючке. Накид. Опускаемся. Второй столбик. Держим на крючке. Накид. Опускаемся. Третий столбик. Вот наши 3 ряда беленькие. Мы их провязываем. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. Следующий наш столбик провязываем столбиком без накида. Все то же самое, что мы с вами провязывали вот с этими интересными нашими перышками, крылышками. Да? Накид. Первый столбик. Накид. Вертикально вниз второй столбик. Накид. Вертикально вниз третий столбик. Провязали, зафиксировали столбик без накида. Поняли, да? Накид. 1, 2, 3. Провязали, зафиксировали. И следующий столбик столбиком без накида. Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. Потом опять провязываете 3, получается, ряда столбиками без накида. Потом опять вот эти вот крылышки. Опять 3 столбика, 3 ряда столбиками без накида. Опять крылышки. Не сложно? Не сложно. Давайте увеличим наш образец. Посмотрим, что в итоге получится. И встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Красота, плотненький. Так вот тянется в моем случае. Вы пробуйте из своей пряжи. В вашем случае может не тянуться вообще, может быть сильно тянуться. Пробуйте, экспериментируйте из разных ниточек с разным составом. Так, изнаночка. А может быть лицевая сторона. Смотрите, какая вам сторона больше понравится, такая у вас будет лицевой. Возможно, это даже симпатичнее, да? Как вам? Пока вязала, думала, что можно же вязать, получается, не 3 белых ряда, да, а можно 5. Можно ведь? И вы будете опускаться на ряд ниже. 1 ряд, 2 ряд, 3 ряд, 4, 5, да, у вас будут такие высокие, например, крылышки. Потом, опять же, пока вязала, думала, можно сделать, наоборот, темный фон, а светлые вот эти крылышки будут. Тоже будет шикарно. Смотрите, в кардигане, а возможно, даже пальто, да. То есть у вас, например, допустим, синее пальто и белые крылышки. Темно-темно-синее, да. Ну, как вариант. Кто вязал данным узорчиком? Узорчик же не новый. Рассказывайте, что вязали, что у вас получилось, что получилось такое интересненькое. Возможно, это у вас кофточки, кардиганчики, пледики. Кстати, да, пледики, пальтишки. Ну, возможно, шарфики, снудики, смотря из какой пряжи, да. Класс, как думаете? Давайте замерим. Я, получается, сегодня набирала 31 воздушную петельку. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, то у меня получается 19 сантиметров. А тут получается, да, вот 3 ряда беленьких и 1 ряд крылышек. Получается 4. 1, 2, 3, 4, 5, 20 рядов. Так, это у нас сколько? Ну вот 11 с хвостиком. Ну, потому что поняли, да, ряды-то у нас малюсенькие. Это столбик без накида. Если хотя бы, смотрите, можно полустолбики сделать, да. Конечно, будут не такие плотненькие, но тоже интересно. В общем, надо пробовать. Как только поймете принцип узорчика, то вы можете вязать вот эти крылышки вот таким вот образом, да, а потом, возможно, у вас вторая половинка крылышка будет смотреть в другую сторону, да, тоже будет здорово, как вы думаете? Вот такая вот красота сегодня получилась. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. А обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в разных соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.